Это Ярославль. Здесь живет Артем. Леша живет в Санкт-Петербурге. А Алена живет в Москве. Как и другие люди, которые потеряли зрение, Артем, Леша и Алена большую часть времени проводят дома, потому что это безопасно. Когда ты не знаешь, что тебя окружает, кто рядом с тобой, твои возможности ограничены, а мир вокруг кажется опасным. Может ли быть по-другому? Сегодня, благодаря проекту Фонда соединения и лаборатории SensorTech, можно вернуть зрение тем, кто его потерял. Вот так будут видеть слепые и слепоглухие люди с нейроимплантом Elvis. Система состоит из 3 элементов. На голове пользователь носит обруч с камерами, а на поясе специальный компьютер. Самая сложная часть, чип, имплантируется в мозг человека. Тончайшие электроды передают изображение с камер напрямую в зрительную кору. Нейроимплант Elvis разрабатывается в России. Технологию передачи информации в мозг, сложнейшую электронику и алгоритмы с искусственным интеллектом создает команда SensorTech. Команда проекта находится в шаге от установки первого российского нейроимпланта незрячим людям. Сейчас Elvis проходит последние доклинические испытания на обезьянах. А уже в 2024-м новое электронное зрение смогут получить первые добровольцы. Изменить прошлое не в наших силах, но в наших силах создать лучшее будущее. Всем привет! С вами «Новая эра» в ее классическом формате. И сегодня мы поговорим про зрение. Мы воспринимаем зрение очень часто как нечто естественное, привычное. И однако с утратой зрения человеку гораздо сложнее познавать этот мир, учиться, ходить и вообще взаимодействовать с людьми. Именно поэтому наша тема про реабилитацию слепых и слабовидящих. Добрый день, коллеги, друзья. Тема необычная для нашего формата, потому что обычно мы всегда показываем хирургию, делимся клин-случаями. И вот очень часто забываем про то, что хирургия не всегда способна вернуть зрение, не всегда помочь человеку. И порой про него совершенно забывают. Забывают о том, как дальше его вести, оставляют его один на один с этой проблемой. И мы с вами сегодня собрались обсудить этот важный аспект нашей профессии. И в гостях сегодня у нас Андрей Демчинский. Сразу про него хотел бы сказать пару слов. На самом деле у нас с ним такая спонтанная встреча получилась, когда мой руководитель отправил меня на встречу, сказал: съезди, там что-то в Сколково, что-то придумали, послушай, надо нам это, не надо. Вот, я был так приятно удивлен, и вот эта открытость Андрея, она меня зацепила. И хочется сказать, что тот человек, который стоит буквально вот в шаге от прорыва к чему-то важному, к чему-то очень значимому для нашей специальности, и иногда даже кажется, что как раз все сообщество пока находится в таком тумане, в таком периоде, на таком плато. Андрей где-то уже подкрадывается к этой вершине, к этому прорыву, и очень приятно, что ты идешь дальше к своей цели. Много сказал, да? Засмущал тебя. Но это... Нет, действительно, я просто пытаюсь быть искренним, и поэтому рад, что ты сегодня пришел. Мы искали тему специально, чтобы в том числе тебя позвать. Ну, Андрей, соответственно, является руководителем медицинских проектов в компании SensorTech и генеральным директором компании Noe. Привет. Привет. Спасибо за теплые слова. Спасибо за приглашение. Постараемся быть максимально интересными, информативными с коллегой на такую сложную тему. Да. Вот. И, соответственно, второй гость. Скажу честно, здесь должен был быть другой человек, но благодаря Андрею появилась такая прекрасная кандидатура. И, честно сказать, посмотрев досье на сайтах, я был очень приятно удивлен, что это
стопроцентное попадание в сегодняшнюю тему. И разрешите вам представить Привалова Татьяна, тифлопедагог, преподаватель-исследователь и научный руководитель Центра развития сенсорика. Добрый день. Привет. Спасибо за приглашение. Тоже было очень приятно. Да, я думаю, что сегодня нам предстоит продуктивная беседа, но я бы хотел все-таки начать с основы. Проговорить, что такое слепота, что такое слабовидение, в чем разница и какие критерии. Я думаю, что мы, наверное, сначала Татьяне дадим слово. И вот хотелось бы начать именно с этого. Как провести эту четкую линию? Существует на самом деле не 2 вида людей с нарушением зрения, а 3. То есть, да, первое — это слепые, второе — это слабовидящие, а третье — это люди, имеющие так называемое функциональное расстройство зрения. Например, амблиопия, косоглазие и все вытекающие отсюда проявления. Вот. Но, конечно же, градация эта идет по основному фактору — это острота зрения, по основному критерию. То есть и слепые — это у нас сюда относятся люди, у кого острота зрения от 0 до 4% включительно. А слабовидящие — это уже от 5% до 20% и бывает в некоторых случаях до 40%. А как раз вот люди, у которых хорошая острота зрения, но у них, например, есть косоглазие, есть какой-то глаз ленивый какой-то у них, ленивый, то есть он человеком не пользуется. То есть у них отсутствует такое понятие, как бинокулярное зрение, то есть когда мы смотрим 2 глазами. Соответственно, мир мы воспринимаем несколько иначе. Вот. Но независимо от того, что острота зрения хорошая, то есть, но все равно люди такие есть. Вот, да, конечно же, они приспосабливаются очень хорошо к этому миру. Тем не менее, то есть о них тоже нужно помнить. Вот. Но мы сейчас поговорим о слепых и слабовидящих, как самых, наверное, интересных в нашей классификации людях. Но работаю я, конечно, больше всего с детьми. Вот. Но взрослые тоже приходят. И как раз недавно у меня самая старшая, наверное, девушка в моей практике была, это 35 лет. Причем у нее зрение, да, она относится к категории слепых, но остаточное зрение у нее есть. Вот, но она им, к сожалению, не пользуется. Вот, то есть это такая... Вот. Но что такое слепота? То есть что такое зрение до 4%? Все мы были у офтальмолога, представляем таблицу Сивцева-Головина с нашими знаменитыми ШБ, МНК, то есть верхними 2 строчками, которые... И дальше я просто не помню. И то есть у нас верхняя строчка ШБ с расстояния 5 метров означает, что это 10%. То есть, соответственно, до 4%, то есть это вот эти ШБ мы видим с расстояния 2,5 метра. Вот. Если же у нас эти ШБ мы видим только с метра, то, соответственно, там всего 2%. Я взяла с собой для примера показать такие решетки. То есть, в принципе, вот эта как раз решетка, толщина вот этих линий соответствует ШБ. Вот, то есть, по сути, если мы ее... Тут, наверное, не с 5, с 6 метров, она чуть пошире. С 6 метров, если мы эту решетку видим, то, значит, у нас 10% есть. Вот, то есть, соответственно, если видит ребенок ее с метра, то есть это всего 1-2% получается. То есть, и взрослый тоже. То есть можно таким образом немножко проверить вот эту вот вообще остроту. То есть так как я часто работаю с детьми, например, невербальными, которые не могут сказать, видят они или не видят. То есть и часто даешь 2 решетки, на какую обратит внимание. То есть волей-неволей обращают внимание. То есть на эту вообще никто не смотрит, она неинтересна. Вот. И, соответственно, так можно уже предположить, кто пришел. Кто пришел, какой категории ребенок и взрослый пришел. То есть что он может видеть. Соответственно, из этого можно его зрительные возможности уже считать, предположить.
Значит, если человек у нас... Как еще можем определить? То есть если, например, человек ближе 5 сантиметров подносит предмет к глазам, то тоже можно предположить, что, значит, человек относится к категории слепых. Потому что так тоже часто бывает, что хорошо умеют пользоваться, например, опять же, дети зрением своим вот этим остаточным, но когда нужно что-то рассматривается все вот на таком расстоянии. Вот, то есть, и я еще забыла сказать, что это острота зрения в очках. То есть вот эти 4% это в очках, то есть с учетом коррекции линзы или очки, то есть оптической коррекции. Вот. То есть сейчас дальше у нас идет категория слабовидящих, это от 5% до 20%. Там, конечно, гораздо шире возможности, там уже и предметы на более дальнем расстоянии человек может воспринимать. Но будут все равно нюансы, то есть сложности с восприятием, например, там, номер автобуса не увидишь, не всегда можно прочитать название магазина. То есть здесь чаще всего используются людьми специальные средства, технические средства для того, чтобы увеличивать. То есть они используют очки высокого разрешения, и это позволяет им лучше ориентироваться в пространстве. У слепых же людей, у них главным помощником является тактильная трость, то есть либо собака-поводырь, не либо, а и собака-поводырь, либо еще трость, которая Робин есть, еще трость современная, электронная, да? Как она называется правильно? Умный помощник. Умный помощник, да. Робин, он сейчас хорошо, что вписывается уже в ИПРО и выдается бесплатно. Вот, то есть, конечно, здесь у слепых, конечно, меньше возможностей гораздо, чем у слабовидящих. Я просто хотел сакцентировать внимание, особенно для врачей-офтальмологов, которые часто думают, что слепота — это полный ноль. Вот чернота. Да, это часто бывает. По сути, видеть ШБ с метра, многие скажут, это хороший функционал. Особенно в нашем отделении, когда мы оперируем сетчатку и там тяжелый случай диабета, там пальцы двигаются, что-то он видит. Это уже здорово, это уже результат. Поэтому и многие думают, что слепота, когда полная темнота, когда пациент ничего не различает, ни свет, ни движение. Абсолютно. Да, и поэтому очень важно, что на этом этапе уже стоит задумываться о том, какую реабилитацию, соответственно, проводить таким пациентам и куда их передавать дальше по направлению. И вот акцентировать внимание еще на то, что максимально коррегируемая острота зрения, мы смотрим именно на нее, не на чистую, а именно уже с коррекцией. Совершенно потому что верно. Многие об этом забывают. Да, и правда, потому что вот выявить вот этот остаток и подобрать условия, это на самом деле, чем я занимаюсь, это подбираю условия, чтобы человек мог использовать это зрение. Потому что когда мы, например, вот чашка стоит у нас на черном фоне, если чашку мы поставим на светлый фон, она будет совершенно по-другому выглядеть, и человек может ее просто не заметить. А вот в таком варианте он ее заметит. То есть и когда если грамотно подобрать, например, фон, то мы можем улучшить зрительные возможности и взрослого, и ребенка. Соответственно, это про организацию вообще среды, в которой находится. То есть таким образом и зрение это лучше используется, и, соответственно, мозг лучше реагирует, и интереснее, мотивация появляется, и, соответственно, как раз человек учится использовать вот этот остаток, который у него есть. Вот. То есть у меня много знакомых слепых, у которых есть остаточное зрение, и они им пользуются очень успешно. То есть они там видят голубей на улице, то есть которые там куда-то побежали. Вот. То есть они понимают, что это голуби. Видят... тоже все зависит от правильного освещения и от погодных условий. То есть в хорошую погоду они видят там и дома, очертания домов. То есть можно ориентироваться при помощи зрения в том числе, потому что оно очень сильно помогает. Вот. А если, например, в темноте, например, то уже все. Вот эти остатки пропадают, и там только слух и тактильная трость. Вот в контексте этого вопроса еще интересен момент врожденная и приобретенная слепота. Принципиальная разница в реабилитации, вообще в восприятии этими людьми. Она есть. Естественно, да, конечно, она есть. То есть если слепота врожденная, то есть это считается, если даже ребенок потерял зрение в возрасте до 3 лет. То есть считается, что слепота врожденная. И то есть это называется абилитация уже. То есть не реабилитация, а абилитация.
А если у нас старше 3 лет произошло это несчастье, то это уже реабилитация. И, конечно, там разница большая в том, что у ребенка до 3 лет у него образы не формируются, то есть они не закрепляются. И потом это все забывается. А старше 3 лет, соответственно, сохраняются образы, и дальше они подкрепляются уже осязательно, то есть другими сохранными анализаторами. Вот я, конечно, просто это все наблюдала. У меня у самой незрячая дочка, и она потеряла зрение в 2,5 года. То есть я это все проходила, то есть и очень хорошо видела все эти этапы, когда у нее были тогда на тот момент и образы, она и цвета различала, и фигуры, и картинки в книжках, и постепенно у нее распад произошел в течение года. То есть она полностью забыла, что трава зеленая, то есть у нее вот эти все представления, они у нее пропали. Вот. А сейчас она просто знает, что огурец он зеленый, что трава она зеленая, просто это заучивается. Вот. А самих образов уже нет. Что имеется в виду под образами? То есть представление. То есть у нее есть, например, если мы говорим зеленый, мы все представляем зеленый цвет. Вот, то есть, какие-то качественные характеристики объекта. Да, качественные характеристики. Угу. То есть это была, например, аналогия, что трава она такого же цвета, как огурец, что она такого же цвета, как листочки на дереве. То есть вот это. А потом она уже может сказать, что трава синяя, листочки зеленые. То есть вот потом это пошло, вот это все, а потом уже стали заучивать. То есть, что по-другому не бывает. Вот. То есть это уже вот я поняла, что это произошел распад. Соответственно, формы подкреплялись уже осязательно только, то есть предметы тоже осязательно. А было, то есть она осязанием-то практически не пользовалась, когда было зрение. Вот, то есть это прям очень четко я видела, как это все происходит. Замена зрения осязанием. Вот, то есть это все личным примером. Сейчас ей 14 лет уже, конечно, она помнит до сих пор, что она видела глазами, вот, но говорит, когда-нибудь я буду видеть все равно. Вот. А у меня поэтому рождается вопрос еще к Андрею. Коснулись личного примера, тем более. Вот, забегая вперед, у тебя очень классный проект, революционный, можно сказать. И какая у тебя в этом случае мотивация? Почему ты решила идти именно в эту область, в реабилитацию слепых пациентов, помогать им? Почему ты считаешь это важным? И какие вообще трудности, наверное, испытывает данная группа пациентов? Мне сейчас сложно прям однозначно вспомнить, почему я пошел в это направление именно так, но в целом вырисовывается причина, потому что это сложные пациенты, люди, которые часто оказываются за бортом, так уж сложилось, мне хочется им помочь. Поэтому то, что мы делаем в лаборатории, это создание технологий, с помощью которых через докторов мы можем помогать все большему количеству людей. И если уж так наперед коснуться, то, чем мы занимаемся сейчас с большим фокусом, это бионика. И это возможность сделать так, чтобы человек пришел к офтальмологу слепой, и доктор мог сказать, сделайте вот это, и это вам поможет. Потому что сейчас и на моей клинической практике просто разводишь руками и не знаешь, что человеку дать, потому что объективно есть органические нарушения, которые не вернешь. Вот. И появление вот такой технологии, мне кажется, это было бы большим плюсом для большого количества пациентов. А таких слепых, если верить ВОЗ, в мире больше 40 миллионов. Это огромное количество людей, которые надеются вернуться из темноты. Все-таки, может быть, коснемся тогда вопроса логистики, да? Ты сказал, что когда пациент приходит к врачу, он разводит руками, не знаю, что делать. Это у меня как раз вопрос был, который хотел Татьяне задать. Да, потому что на самом деле я до сих пор не идеально это знаю. Потому что на самом деле я до сих пор не идеально это знаю. Поскольку там есть проект, уже озвучивали, Робин, это умный помощник. Такая не панацея, а устройство, которое напичкано всякими датчиками, и некоторым людям оно помогает ориентироваться в пространстве лучше. И вот оно сейчас попало в эту ИПРУ. Я даже не помню, как это по-человечески. Индивидуальная программа реабилитации и абилитации, так называемая ИПРА.
И я знаю, что человек приходит к доктору в своем поликлинике, говорит, что я хочу вот эту вот штуку, они проходят, по-моему, какую-то комиссию и так далее. Но я здесь боюсь ошибиться, сейчас поэтому... я расскажу. И маленькое уточнение, то есть опять-таки, как работает система, что пациент приходит и говорит, я хочу. Не врач поликлиники говорит, слушайте, Да. у вас есть возможность, Да. мы можем предложить вам. То есть очень многие, видимо, не осведомлены об этой программе и о ее возможностях. Давайте вот мы как раз проговорим для врачей, что в случае пациента слепого или слабовидящего, как он должен его направлять поэтапно, в какие учреждения и где ему могут оказать помощь. Здесь, опять же, зависит все от остроты зрения, которой обладает ребенок или взрослый. Соответственно, если это человек слепой, то ему как раз-таки положена трость. Вот и умный помощник, вот Робин тоже вписывается сейчас, но не все об этом знают. То есть родители знают сейчас гораздо больше, чем сами врачи. Вот. И они приходят уже и просят, впишите нам вот это и вот это. Вот. И тогда уже им это вписывают. То есть проходит комиссию, там подтверждает, что да, действительно, острота зрения вот такая, что ни в коем случае не должно быть выше. Вот. Или либо ниже, когда вот мы будем сейчас про слабовидящих говорить. И далее уже то есть определяется, где это все можно получить. Вот, то есть это либо приобретается самостоятельно и потом возмещаются деньги, либо это направляется в организацию, непосредственно кто оказывает данные услуги, то есть либо товары поставляет. Вот, то есть это уже напрямую связываются родители. Вот у слабовидящих все еще интереснее. Там, опять же, если острота зрения там это вот 5%, не дай бог 4%, то есть тогда положены увеличители. Вот, то есть от 5% в ИПРУ вписываются увеличители стационарные или эти вот переносные. То есть они нужны для школы, они нужны вообще для жизни, чтобы что-то прочитать. То есть они бывают разные, их куча видов. То есть это увеличивающее устройство. Электронный увеличитель — это увеличивающее устройство, которое позволяет там, читать тексты, увеличивать какие-то надписи, то есть в жизни. Школьники с ними учатся. То есть они читают, они пишут с увеличителями. Вот, то есть и то же самое, если родитель может сам приобрести, ему компенсируют, либо уже то, что выдают, то, что там положено. Вот, то есть здесь обязательно, чтобы вот эта вот острота зрения соответствовала. То есть без этого даже бывают дети, которые 4%, они прекрасно пользуются своим остаточным зрением, но им не положено вот это вот бесплатно. Тогда они покупают сами. Вот, либо договариваются с врачами, чтобы им поставили 5%. Да, вот такое. Это все равно, это в нашей жизни постоянно приходит. Да. То есть что-то приходится придумывать. А вот комиссия, подтверждающая остроту зрения, ее нужно регулярно проходить? В какие сроки? Она дается сначала на 2 года, то есть вообще инвалидность, когда дается ребенку, сначала она дается на 2 года, а потом в зависимости, опять же, от диагнозов. Кому-то каждые 2 года приходится подтверждать, а кому-то дают сразу же до 18. Вот, то есть у всех по-разному, в зависимости от прогноза заболевания. Может быть, возьмет и зрение восстановится. Если вот еще раз вернуться к этой механике. Например, пришел человек к Эдуарду и говорит, я хочу такое-то устройство. Вот ему что делать? Вот я знаю, что в поликлинику люди ходят, и там более-менее офтальмологи знают. А вот... Стационарик, да. Нет, то есть это государственная программа? Да. Я понял, да. И, соответственно, да, как ее получить все-таки? В любом Через учреждении? поликлинику. На самом деле это поликлиника. В поликлинике есть, если это взрослая, эта комиссия называется ВТЭК, не помню, как это расшифровывается, территориальная экспертная комиссия. В общем, она дает инвалидность, и вот это вот все прописывает. У детей это называется МСЭ, тоже какая-то там социальная... Медико-социальная экспертиза, да. То есть, видите, она так и называется. Медико-социальная экспертиза. Вот, у детей это не в поликлинике чаще всего находится, но в зависимости, опять же, наверное, от города, всякое может быть. Вот, то есть где находится, это надо смотреть в интернете, узнавать у врачей, у терапевтов, педиатров.
Вот, то есть и они направляют уже, они собирают все, заполняется врачебная форма, не помню, какой номер, и там вот все это прописывается, и с этим идет уже на комиссию, там записывается на комиссию семья и идет туда уже с ребенком. Бывает, что приходится, то есть, например, ребенок-то растет, то есть в 2 года ему дали эту инвалидность, например, вот в 7 лет. То есть в 2 года ничего не положено. А вот в 7 лет уже положена трость, тифлофлешплеер, то есть уже для слепых, я сейчас про слепых говорю, то есть там есть набор приспособлений, которые выдается бесплатно, то есть по достижению определенного возраста. Вот. То есть и видеоувеличитель для слабовидящих, он тоже дается для школьников. То есть до школы его не получишь. Вот, то есть, и тогда нужно приходить и вносить изменения в ИПРУ. Вот, то есть бывает, что еще какие-то помимо зрительных приспособлений, я так уже сказала, не совсем правильно, вы поняли. Есть еще у ребенка какие-то дополнительные еще нарушения, например, ортопедия. То есть ему нужна сложная ортопедическая обувь, к примеру. Вот, то есть это тоже вносится в ИПРУ, то есть проходится ортопед, вносится в ИПРУ изменения. Вот, то есть это все также. Там уже не все, можно в каких-то случаях даже без ребенка, то есть можно прийти и впишут, чтобы обувь тоже выдавалась бесплатно. Потому что обувь специально очень дорогая. Это у меня уже личный интерес. Вот касательно собаки-поводыри. Насколько сейчас актуально Актуально. это? И много ли их? Их вот специально дрессируют? Да, их специально дрессируют. Это специальная организация, по-моему, на общественных началах. В общем, она... Не государственная? Я боюсь сказать неправду, но, по-моему, это не государственная. Но даются они бесплатно. И причем, тут государство обслуживает собак, то есть он выделяет деньги на корм, на лечение, дрессируются тоже они бесплатно. Но вот эти питомники, которые отбирают щенков, то есть которые этих щенков воспитывают, то есть вот здесь я сомневаюсь, что это государственное. Потому что я знаю множество знакомых, которые берут себе на подращивание щенков. Их же не сразу с месяца дрессируют. Кинолог приходит каждую неделю, берет собаку, занимается. И до возраста, не знаю, до года, мне кажется. И потом они уже отдаются в семью. Есть еще собаки-терапевты. Есть поводыри, а есть терапевты. То есть терапевты — это уже не только для слепых, там для детей чаще с тяжелыми множественными нарушениями развития. С эпилепсией там есть. Эпилепсией, с аутизмом. То есть это разные. Но их готовят примерно на одной базе. То есть одни и те же кинологи. Был у меня тоже опыт и общения с собаками, терапевтами. Да, это очень такие классные собаки. То есть они заточены на то, чтобы их на них лежали, чтобы с ними играли. То есть они прям... Для детей это они очень актуально. терпеливые, они такие очень интересные. Это какая-то отдельная порода? Или... Да, чаще всего это лабрадоры-ретриверы. У них отсутствует ген агрессии. И то есть они дают все, что угодно с собой делать. В том числе, в принципе, и поводыри-то тоже эти же породы. И еще эти породы, они отличаются тем, что у них нет хозяина единого. Они такие, то есть их, в принципе, они быстро очень адаптируются к любому человеку, поэтому их, бывает, передают ведь. То есть не значит, что если в семью попал поводырь, то он будет там до конца жизни. Такое бывает, что из одной семьи забрали, в другую передали. То есть собаки, их готовят, что они не привязываются к одному человеку. Да, такое... Очень интересно в этом плане. Для рассуждения, наверное, теперь вопрос к Андрею. Я услышал много интересного. То есть на нашей голове обычно приспособление слепого — это действительно собака-поводырь и трость. И я так много интересного услышал, что какие-то новые современные трости. В голове родилась мысль, что мир, где мы сейчас имеем самопаркующиеся автомобили, искусственный интеллект, но как будто бы здесь отставание по технологиям. На твой взгляд, какие вообще перспективы и, может быть, какие-то наработки, не касаемо конкретно вашего продукта, да, а в общем в этой сфере, что имеется, может быть, зарубежные какие-то, мы знаем, новые разработки.
Действительно, потому что, мне кажется, сделать кучу датчиков, сделать звуковые сигналы, там и сенсорные какие-то... Вот, то есть поделись, вот как технологическая сторона этого вопроса сейчас обстоит. Здесь нужно сразу разделить эти разработки на две категории. Первые — это специализированные, которые изначально разрабатываются для конкретной цели. И те, которые, условно, ты достаешь телефон и можешь использовать его мощность, его возможности для того, чтобы так или иначе расширить возможности людей, у которых сильно нарушено зрение или оно отсутствует. Вот. И я начну с той части, которая связана с телефонами, потому что они у многих есть. И сегодня известно, вот эти алгоритмы искусственного интеллекта, они внедряются широко, и в целом ими пользуются, и они помогают в определении тех же банкнот, объектов каких-то. Вот. А если говорить о специализированных устройствах, то тут есть маленькая особенность, потому что мы живем в таком информационном поле технологичном и знаем, что есть крутые датчики, там, вычислительные мощности, все маленькое, компактное и так далее. Но просто никто не задумывается, что те же компании, которые делают телефоны, они изготавливают миллионы этих телефонов, и там цены размазываются. И очень сложно разрабатывать супертехнологическое устройство для людей с ограниченными возможностями, у которых возможности ограничены по деньгам в том числе, и чтобы это было суперфункционально и дешево. Поэтому в целом, да, такие устройства есть, и мы такие вещи разрабатываем. Но наша лаборатория, надо сразу сказать, что мы занимаемся слепоглухими. Это наш базовый фокус, фундаментально для этого лаборатории создавалась. И мы стараемся, конечно, многие вещи делать такими, чтобы они были бесплатными. Но есть вещи, которые бесплатно не сделаешь, потому что нужно железки купить, нужно команду содержать и так далее. И эти устройства, в том числе этот робот, они не дешевые. Очень хорошо, что нам удалось засунуть его в этот список бесплатных устройств. Это большое достижение. Вот. А остальные, за рубежом есть, если погуглить, достаточно много решений. На очках они там вешают, и различные, и работают они неплохо, но они дорогущие. Их мало кто может себе позволить. Вот. А у нас общество не сильно с большими деньгами, поэтому на это иногда реагирует остро. А принцип основное устройства, как они разделяются? Есть, наверное, тренажеры какие-то, да, условно говоря, в телефоне. Как ты говоришь, там цвета, контрастность, наверное, прокачивать. Я больше говорю о тех функциях, которые позволяют человеку ориентироваться в пространстве. Получить информацию об окружении максимально, чтобы взаимодействовать с этим окружением, ориентироваться в нем, получать какие-то детали о нем. Условно, я ничего не вижу, и мне нужно определить банкноту, мне нужно почитать инструкцию, эти вещи, которые мне нужны жизненно важные. Это может делать машина. То есть это вещи, которые позволяют ориентироваться. А что касается обучения, здесь, может быть, Татьяна какие-то варианты предложит. На самом деле, обучение, правда, то есть я и хотела как раз добавить, что да, есть. Вот сейчас, на самом деле, этим нужно всем научить пользоваться. Ведь так просто слепой сам не разберется. Ему нужно показать, как это включить, как навести, куда посмотреть, вернее, куда телефон навести-то, и чтобы это еще правильно считало. Потому что было приложение, которое определяет, что за предмет перед, я забыла, как называется. Чуть сместишь, уже не то скажет. То есть это на самом деле... И также умный помощник тоже, им нужно научиться пользоваться правильно. Его мало вписать просто в ИПРО, им нужно научиться пользоваться. Потому что если человек не умеет им пользоваться, он раз прошел что-то неправильно, все, у него быстро интерес пропадает, скажет, какая ерунда, и вообще положил на полочку, вообще какую-то ерунду сделали, не буду я с ним ходить. А если каждый день по чуть-чуть ходить, узнавать какие-то нюансы, то есть и тогда появится, а я тут сам прошел, а я тут сам прошел. И на самом деле он становится умным помощником. То есть все зависит от того, как это все представить и как научить. Это касается любых приспособлений, приложений, да даже
вот то, что дается слепым, например, вот при это определитель температуры жидкости, ну, то есть градусник говорящий. Им тоже надо научиться пользоваться. То есть какие-то умные весы, тоже говорящие. Вот, тоже надо научиться пользоваться. Поставишь не на середину, тебе граммы другие покажут. Ну, то есть есть нюансы, мне кажется, у любого оборудования. Здесь главное, вот как это все... Вот это связующее должно быть звено, должен быть тот, кто этому будет обучать. Вот, то есть мало просто дать, и все, вот мы тебе дали, и все, пользуйся. Вопрос как? Ну вот вопрос тогда встает, столько оборудования есть. А как слепые, вот кто приобретенный у них слепота, как они вообще воспринимают свою слепоту и как реабилитация с точки зрения психологии? То есть у них есть психологи, которые их сопровождают, чтобы они приняли ее и решили обучаться. То есть для того, чтобы обучаться, они же должны это захотеть, по сути. В том-то и дело, да. Все зависит, на самом деле, от среды, в которой находится человек в данный момент. То есть если его будут... Да, вот он потерял зрение, такое произошло. Если ему каждый будет его жалеть, и какой ты бедный несчастный, давай я за тебя все сделаю, то он не будет ничего сам делать. То есть он на самом деле будет себя жалеть, будет сидеть дома, и все, моя жизнь закончилась, делайте за меня все сами, я вообще ничего не хочу. А если будет общество, наоборот, смотри, сколько возможностей, вот тебе, давай научимся с тобой... ходить в магазин, например. Да, вот тебе трость, пошли, то есть специалист по ориентировке в пространстве. Мы даже сейчас не говорим про умного помощника, мы говорим просто про обычную трость. Тоже сколько нюансов, то есть можно научиться всему. То есть нюансов много, но это все реально преодолимо. Научиться самообслуживанию, то есть как в быту себя можно обслуживать. Что можно приготовить без зрения, прекрасно, можно всему научиться, и ножом пользоваться, и все, и прибираться можно. Всему на самом деле человек может обучиться, если захочет. Здесь ключевое слово «если захочет». От этого, именно от общества, от тех людей, кто будет рядом, зависит будущее, наверное, слепого. Вот я, конечно, за своей дочкой наблюдала, также, когда вот она зрение потеряла, это произошло фактически в один день, и у нее вообще пропал интерес к миру. Все, она утром не хотела вставать с кровати, она просто лежала, она тогда еще не говорила, то есть я вижу, что она ничем не интересуется, то есть она просто на глазки показывает, что все, я не вижу, я ничего делать не хочу. У нее, конечно, начались вторичные нарушения, там аутичные черты, зацикленность. Пришлось приложить очень много усилий в плане, то есть занятий дополнительных очень много. То есть и мы 3 года, наверное, потратили только, чтобы ее вытащить, чтобы ей стал мир интересен. То есть, это ребенок. Есть дети, которые быстро адаптируются. То есть у кого как. У взрослых, конечно, тоже своя уже специфика. Все зависит и от самого человека, и от окружения. Опять же. То есть здесь есть специальные реабилитационные центры. Есть Российское общество слепых, которые работают с такими, то есть со взрослыми ослепшими. Есть, реабилитационный центр, как я сказала, уже тоже. Группы поддержки, скорее всего, есть. Сейчас сообщества. Есть большое количество сообществ. Есть, в интернете, если по знакомым поспрашивать, если попадешь, то все, там тебя всем обеспечат, скажут, что надо получить, дадут контакт. В этом плане сейчас интернет — это прям кладезь информации. Главное найти хотя бы одного, кто в этих сообществах состоит. И все, там на самом деле очень большое количество информации можно подчерпнуть. Это, наверное, еще один акцент, на который хочется обратить внимание, что недостаточно просто сказать: ты не видишь, вот тебе средства, познавай мир, что человека должен сопровождать психолог, что это определенная тоже поддержка, и в том числе моральная, и эмоциональная. И люди действительно оказываются в сложной жизненной ситуации, и из которой сложно также выйти самим в одиночку. А у меня еще такой практический вопрос. А есть ли какие-то правила
как сообщать пациенту такую новость, что вот вы, к сожалению, потеряли зрение, и мы вам помочь уже не можем. Потому что, например, да, нам как хирургам, там, в случае, когда операция уже не дает результатов функциональных, приходится говорить пациенту, который ждет и говорит: доктор, станет же лучше, но когда я увижу, когда? И вот как в такой ситуации правильно озвучить, как его сориентировать на дальнейшую его жизнь, и вот чтобы это было вроде как не сладкая ложь, да и не горькая правда, вот как сообщить эту новость? Потому что человек больше не будет видеть. Сообщить-то, вот это вот прям так и нужно сообщить, но нужно сразу сказать, что жизнь-то не заканчивается, что нужно, чтобы врач смог привести успешные примеры людей, которые без зрения добились больших успехов. Таких, в принципе, и такие есть, и политики есть, и творческие деятели есть, и музыканты, художники даже. То есть главное здесь сделать акцент на то, что жизнь не закончилась. То есть можно найти себе интересы, и работу, и жизнь личную построить, и семью создать. Также у меня есть много знакомых, которые имеют высокооплачиваемую работу, да, слепые. И, в принципе, они счастливы, они путешествуют гораздо больше, чем зрячие, хотя, казалось бы, вот не видит, но вот куда вот он поехал. А на самом деле все равно восприятие-то идет не только через зрение, а через те же запахи, слуховые моменты, осязание, атмосфера, общение с людьми. То есть это все на самом деле очень интересно. И расширяется кругозор без зрения. То есть, скажем так. Вот, то есть все в голове, все границы в голове. У меня, наверное, то есть звучит очень позитивно, очень здорово. Примеров, потому что у меня много. Может быть, это опять же зависит от того, что больше детская аудитория. Но вот, например, когда у меня 65-летняя пациентка, очень сложно ее мотивировать тем, что да, сейчас на море поедешь, сейчас весь мир у твоих ног, слепота не приговор. То есть, мне кажется, возрастной здесь аспект тоже играет важную роль. И я, наверное, соглашусь с тем, что лучше сказать как есть, потому что жизнь в иллюзорных каких-то ожиданиях, она тоже вряд ли принесет что-то хорошее. Но все-таки возрастной момент в том, что, мне кажется, пожилые люди быстро опускают руки и быстро себя ассоциируют с тем, что жизнь кончена. Соответственно, что уж осталось-то совсем чуть-чуть, еще и слепая, кому я нужна. Вот тут, мне кажется, сложно работать с такой группой людей. Да, я согласна, что сложно. В таком случае есть санатории Всероссийского общества слепых, где как раз вот очень большое внимание уделяется именно взрослым уже вот как раз-таки 60+, то есть уже пенсионного возраста. И как раз вот они учатся там что-то делать руками, поют. В общем, творчески себя реализовывают, находят себе друзей. По несчастью, конечно, но всякое бывает. Вот, то есть учатся. То есть, и как раз вот этот пример позитивный. То есть там они познакомятся с другими людьми, потому что вот сидя дома в 4 стенах, ты ни с кем не познакомишься, с людьми, которые оказались примерно в такой же ситуации, как у тебя. Вот. И здесь нужно выходить на сообщество, а самое лучшее — это как раз-таки санаторий. Санаторий, какие-то дома отдыха, там, где как раз оказывается вот эта вся реабилитация людям. То есть и вот это самый хороший выход. О, как красиво. Да, и я, знаете, вспомнил один случай, который очень сильно укрепил мне в желании заниматься вот этой темой бионикой и вообще желанием вернуть людям зрение. Я эту историю каждый раз, когда рассказываю, мне ком в горле. Ничего с этим даже исправить не могу. Значит, я был как-то на выставке с симулятором, как раз, который мы делали еще давно, вот в начале, когда я начал работать в лаборатории. Выставка здоровья, по-моему. И это место, куда часто бабушки, дедушки приходят там бесплатно что-то поделать.
И у нас было написано «симулятор». Они приходили и спрашивали, что за стимулятор. Думали, что зрение мы как-то восстанавливаем, а мы, наоборот, показываем, как плохо видеть. Вот. Ну, в общем, подошла женщина одна и начала рассказывать довольно типичный путь пациентов, которые прошли по нескольким докторам и никак не могут найти решение для своей проблемы, а зрение все падает, падает и падает. Ну, я там по-своему начал объяснять все вот эти вот моменты, как доктор рассказываю все это, и потом в какой-то момент смотрю на нее, она плачет. Вот мне опять этот корм. Она сказала мне, пауза такая была, я смотрю и не пойму, что не так сказал. Она говорит, я просто не хочу стать обузой для своих родных и близких. Повернулась и ушла. И вот тогда у меня как-то переключилось, я каждый раз вспоминаю этот случай и мыслю через этот фильтр, потому что людям тяжело осознать, что вот в какой-то момент они будут тянуть, ограничивать возможности людей, которых они любят, и все вот это вот остальное. Ну, и то, чем мы сейчас занимаемся, называется проект Elvis V. Это не певец, это Electronic Vision переводится, и даже не 5. Часто его называют Elvis 5. Это технология, которая должна будет позволить транслировать, если простым языком, картинку с камеры в голову, в зрительную кору. Тот участок нашего мозга, который обрабатывает изображение. Вот это как раз для тех случаев, когда глаз уже не функционален как сенсор, как орган, который собирает информацию об окружении. Глаз даже может не быть, потому что мы как раз подключаемся, минуя все вот эти вот звенья, предшествующие мозгу. Здесь как раз показана комплектация, если так можно назвать, составные части. И она делится из двух базовых таких блока. Первый, он называется носимый, потому что его можно снять, положить на полочку. Это как бы электронные глаза. Набор датчиков, которые собирают информацию. Потом это на компьютере маленьком обрабатывается хитрым образом и транслируется уже необходимым образом на имплант. Вот этот имплант, он ставится на медиальную поверхность зрительной коры. То есть это инвазивная операция, делается трепанация, электрод в виде пленочки укладывается на первичную зрительную кору. А часть остается на черепе, фиксирована. Там чип и катушка, с помощью которых передается сигнал и питание. Вот как у нас катушки есть на телефонах. Принцип очень похожий. Поэтому здесь нету никаких проводов, из головы не должны торчать. Просто ты надел устройство головное, все это подключилось, и картинка появилась. Всегда важно, хочется понять, а что, собственно, человек получит. Потому что мало что-то поставить себе в мозг, это должно приносить какую-то пользу. Были истории с глазными имплантами, там есть свои особенности. Здесь мы сделали симуляцию, она очень идеализированная. Она состоит из точек. Сами эти фосфены при стимуляции — это не обязательно точки, это могут быть какие-то фигурки непонятные, иногда палочки и так далее. Из каких-то этих вспышек формируется образ. Здесь мы показываем главный принцип этой технологии. Мы не отправляем черно-белую картинку, потому что это может привести, например, к эпилепсии или еще к каким-то проблемам. Это сначала изящная обработка, сначала убираются такие контуры. Машина это делает. Контуры, которых достаточно, чтобы человек мог понять, что это за объект. Будь то человек, стул, дверь, окно, какой-то объект. И потом по этим линиям, как бусинки, уже активируются соответствующие электроды. Таким образом, у него нету шума какого-то, он будет немножко ограничен в информации. Он не сможет видеть все. Какие-то объекты, задний фон или еще что-то, потому что для него это будет шум непонятный. Поэтому машина будет важную информацию оттуда вытаскивать, транслировать ему, чтобы он мог перемещаться, чтобы он мог находить людей и так далее. Расстояние, на каком расстоянии? То есть предмет должен находиться, чтобы он его считал? И какого размера? Есть такие какие-то данные? Значит, для сравнения. Был имплант Аркус глазной, там 60 электродов. И такого размера буквы медленно читались с такого расстояния. У нас будет как минимум в 2 раза больше количество электродов, то есть разрешение повыше.
это значит, что потенциально можно видеть более мелкие детали. Что касается расстояния, здесь есть камеры, которые, так же, как наши глаза, видят все. И поэтому мы можем их просто обрабатывать. Там будет человек выбирать кнопочками, выбирать вот эти вот расстояния, ориентироваться таким образом. А еще есть датчики, их часто называют лидарами. То, что камера может ошибиться где-то, вот этот датчик лидар, он не ошибется. Это у нас, как кто-то из наших сотрудников сказал, то ли стоп-сигнал, то ли еще что-то. Когда ты идешь, датчики определяют какие-то объекты близко и сигнализируют, что вот физический объект какой-то, чтобы ты не ударился в него и так далее. То есть Опасность. информация об окружении и безопасность обеспечиваем. Понятно, что вот с такой картинкой не побегаешь, потому что она не так, как у нас с вами, нет вот этого высокого разрешения, поэтому, естественно, мы используем комбинацию бионического зрения с теми технологиями, которые есть сегодня на рынке, у всех на слуху. Все вот эти искусственные интеллекты сегодня, они прокачаны просто колоссально, удивляют. Поэтому увидишь ты с помощью бионики 5 человек, ты не поймешь, кто из них кто. Это сделает машина и скажет тебе через ухо, что там это вот дядя Вася, это баба Клава, я не знаю, это мама, ребенок и так далее. Читать тексты и все это прочее. Здесь вот слайдик я этот убрал, но с учетом того, что используются камеры, а камеры бывают разные, мы можем даже дать человеку возможности, которые нет у нас с вами, как бы в компенсацию. Например, мы используем камеры, которые чувствительны в темноте. Вот вы не будете видеть ничего в темноте, а он, пускай не с высоким разрешением, но он сможет ориентироваться по комнате вот в этой темноте. Как раз это и хотела спросить. Да, как в темноте, значит, тоже будет видеть. Да. Это уже возможности выше, чем у зрячего. Но вообще, в кавычках, мечта любого протезирования – это сначала повторить орган, его возможности, а потом дать больше, чем у нас. К этому стремится любой протез. Ноги, руки, сердце, почки, все остальное. В том числе и глаза. И здесь я просто расскажу, на каком мы сейчас этапе. В 2022 году уже мы поставили свой электрод, отечественный, обезьянки. Там доклиника проходит, были разные этапы. Клеточки, маленькие животные. Я сейчас говорю про обезьяны, это тоже такой предпоследний этап до людей. Он тоже делится в нашем случае. Сначала биосовместимость. На этом этапе мы себе отвечаем на вопрос, безопасно ли то, что мы вставляем живому организму. Детали рассказывать я не могу, но благодаря этому этапу, точнее, пройдя этот, мы двигаемся дальше. Сейчас мы находимся на этапе следующем, когда будем определять функционал. Это очень важно, потому что поставить, как я уже говорил, это одно, но кто захочет скрывать себе голову, ставить то, что просто там будет стоять. От этого должна быть польза, это должно работать. Поэтому здесь мы работаем с обезьянками, потому что с ними можно общаться каким-то образом на языке фигурок. Сейчас они активно обучаются, там будет 3 операции. Общаемся мы с ними через сенсорный экран. То в клеточке, только не клеточка, а такая как установка, что ли, прозрачная. Они туда переходят, как в домике сидят, их подвозят к экрану. Появляются фигурки, и они там все это нажимают. После того, как будет проведена операция, сразу скажу, они у нас не слепые, нам нужно, чтобы они видели. Здесь просто свет выключается, и ты слепой. Стимулируется мозг, по-простому, например, палочка вертикальная. Дальше на экране появляется несколько ориентаций палочек, и она должна выбрать вертикальную палочку. И если она это делает, мы понимаем, что она увидела эту вертикальную палочку. Все банально просто. Звучит, там, конечно, жесть, потому что с обезьянками очень сложно работать, там все эти нюансы, но принцип очень простой. Этого мы должны добиться. Так, чувствую, еще чему-нибудь обезьянок научите. Нет, на самом деле оказалось, что они очень умные и классные обезьянки. Все, что я сейчас озвучил, они уже научились делать, но это был большой труд.
Можно узнать какой-то вид обезьянок? Их зовут очень красиво, это павианы анубис. Мы их выбрали, потому что из тех обезьян, на которых разрешено проводить доклинические испытания, не все знают, что, там, например, на шимпанзе нельзя, на гориллах нельзя, там, всех остальных человекоподобных. А это приматы. И вот этот самый большой примат, он еще и умненький, и у него мозг размером с ребенка 8 лет. Ну, то есть нам технически нужен был большой мозг достаточно, чтобы пробовать на нем наши электроды. Невероятно, честно. Как будто погрузились куда-то далеко-далеко в будущее. Звучит очень нереально. И очень здорово, что разрабатывают именно наши специалисты. И хотел бы еще, наверное, кратко 2 минутки передать слово Татьяне. Мы тоже подготовили материалы, если не ошибаюсь, да, о том именно, как создается вот эта симуляция и что люди видят с ограничением различных видов зрения. Правильно понимаю? Да, с разными нарушениями зрения. То есть с правой стороны полная картина, с левой стороны то, что видит человек, когда у него выпадает периферическое зрение. То есть у него только в центральной части есть картинка, то есть он видит то, что в центральной части, а то, что по бокам, он не видит. То есть даже если острота зрения вот в этом фрагменте хорошая, даже может быть единица, все равно будет человек относиться к категории слепых, потому что у него очень большие ограничения полей. Соответственно, ориентироваться ему будет очень тяжело. То есть это, чтобы рассмотреть вот в эту дырочку, нужно очень сильно постараться. То есть и здесь тактильная трость обязательно, то есть для ориентировки в пространстве. Это нарушение зрения, такое как астигматизм в высокой степени. Здесь расплывчатое изображение слева, то есть у нас отсутствует единый фокус. Это как раз вот эти функциональные нарушения, когда зрение... Да, ну здесь нет, в принципе, это не относится к функциональным нарушениям, то есть это может быть и нарушение, например, зрения, то есть миопия и астигматизм. То есть это нарушение именно... хотя бы анатомически. Да, анатомическая кривизны роговицы, правильно. Это здесь частичная атрофия зрительного нерва, то есть у нас фрагментарное зрение, и насколько здесь важно, сейчас будет, когда мы посмотрим «Мишку Барни», мы увидим, насколько разница, вот если сравнить вот эту картинку, да, то есть мы не поймем, что это Мишка Барни, а вот когда фон у нас есть однотонный и 2 кружочка, мы даже с таким зрением их найдем. Вот я как раз про организацию среды, когда говорила, то есть вот я вот это имела в виду. Это когда у нас выпадает нижнее поле зрения, например. Это часто у детей замечаем, когда, например, он не смотрит под ноги, он не видит ступеньки, он не видит препятствия, падает, не может выполнить упражнения, которые, задания, которые связано с тем, что ему нужно посмотреть на то, что внизу. Он, например, не видит, а как это сделать, что можно попробовать там головой покрутить и увидеть другой частью глаза, то есть это тоже нужно учиться. Вот, то есть это такое проявление бывает тоже при поражениях мозга чаще всего. У меня есть еще интересная история, короткая, в продолжение вот этих симуляций, которая тоже повлияла на мое восприятие как офтальмолога, потому что в этом ключе я не видел на жизнь пациента. Вот туннельное зрение, которое было показано, помимо того, что тебе нужно все это сканировать, когда я пробовал на себе эту симуляцию просто дома, был момент, когда я стою в светлой комнате и как бы сканирую все это дело, и в какой-то момент я начинаю смотреть на свою дверь черную. И мне никогда в голову не приходило, что просто черная дверь для меня с вот этим маленьким окошком может восприниматься как отключение света. Вот даже такие нюансы. Мы заканчиваем наш выпуск. Хотим поблагодарить наших гостей об очень интересной и актуальной информации. Вы прям нас просветили в некоторых моментах, потому что даже будучи врачами-офтальмологами, касательно вот слепоты, приборов, эта информация не прям нам открыта. И вот поделимся. Рады были вас видеть. Большое спасибо. Я думаю, что это наша не первая, не последняя встреча.
Вот, поэтому ждем в новых выпусках и до новых встреч. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания.